Сегодняшнее наше видео, про няшу больше ни слова, состоит из нескольких видео. Первая часть культурная. Культурно-художественная часть, я считаю, это правильное название, потому что вот, смотрите, чего только не делал наш любимец, мой точно любимец, я надеюсь, и ваш тоже, чиновник Воробьев. Он проклинал уже Путина, призывал того исчезнуть, бесом называл, с флагом ходил, рассказывал там, что он умрет без последней капли крови. В общем, театральные выступления закатывал настоящие. Но вот это вот в его таланте, я смотрю, у него талант многогранный. И мне на самом деле очень нравится этот чувак. Я жду, что он в следующий раз сделает. Я надеюсь все-таки, что будут танцы. А пока что... Es fällt kein Strahl in deines Herzens Nacht, das weiß... Фишка в чем? Вы посмотрите за этим надрывом, за этой игрой. Я вам говорю, что в этом человеке погибает или не погибает, наоборот, раскрывается на этом посту главы там, администрации, раскрывается актер. Я уверен, мы еще увидим его в художественных фильмах, в трагедиях, в драмах. Sah die Nacht in deines Herzens Raume und sah dich lang, die dir am Herzen frisst. Ich sah mein Lieb, wie sehr du elend bist. Ich scrolle nicht, ich scrolle nicht. Браво! Браво, Воробьев! Браво! Давай еще что-нибудь, отожги по полной, я за тобой наблюдаю. Ты даришь мне позитивные эмоции, В общем-то, всем. Я представляю, что ты дома исполняешь. Ну, да ладно, лучше даже не представлять. Следующий наш кусочек посвящен, знаете, я его могу назвать так. Я считаю всех дебилами. Я абсолютно згоден з Олегом Валерійовичем в тому, що необхідно оприлюднити текст підписаного меморандуму. Министр соцполитики Украины говорит, что да, я согласен с Ляшко, надо публиковать, конечно, обнародовать текст меморандума между МВФ и Украиной. МВФ, если вы помните, поставила ряд условий. Да, если сократить это все, то мы не против, чтобы сдохло у вас 20 миллионов человек, и тогда мы вам дадим еще пару копеечек для того, чтобы вы могли заплатить за предыдущие кредиты. Ну и текст меморандума, в общем-то, закрыт, его почему-то скрывают, ну как стесняются, наверное, обнародовать. А министр соцполитики говорит, да, я согласен, но... Меморандум – це не є закон, це не є постанова Кабінету міністрів, це не є нормативний акт, який би мав юридично зобов'язуючу силу чи для Верховної Ради, чи для... Что? Это получается, меморандум нас ни к чему не обязывает. Меморандум нам просто остается подмахнуть, но никаких обязательств мы на себя им не берем, а нам просто дают деньги. Подмахните, да, без проблем, даже не читая. Раз. Серьезно, Рева? Кабінету міністрів, чи для президента, чи для Нацбанку. Це є джентльменська угода між фондом, який має кредитувати Україну, і намірами, підкреслю, намірами влади по проведенню тих чи інших реформ. А мы при этом вроде бы как намереваемся проводить какие-то реформы. МВФ, мы намереваемся проводить реформы. Дай-ка нам миллиард. Ну, меморандум подпишем, но он же нас ни к чему не обязывает. Рева считает, что зрители, то есть мы, вы и мы вместе, просто идиоты. Окей, переходим к следующему блоку. Он называется «Когда собаке нечего делать». Мои коллеги из Европы, когда слышат про вот такой праздник, они часто удивляются. Коллеги из Европы. А я, живя в Европе, когда вижу многие европейские праздники, я тоже удивляюсь безмерно. 100 миллионов 500 всяких религиозных праздников. Разные праздники, которые я вообще не нахожу объяснения. Разные праздники, которые берут свое начало с давных давен. Масса праздников. И все празднуют. И они говорят, что да, это день там, не праздничный, да, он отмечен как день борьбы день борьбы за равные права там, женщин. Многие проукраинские активисты уверены, 8 марта надо отменить.
Ну все, 8 марта надо срочно отменить. Надо уже партию зарегистрировать борцов с 8 марта. Потому что 23 февраля уже побороли. Тут надо целое... Надо общественность вообще, ребята, поднимать. Потому что 8 марта... это... А вот это вот бегание, как маленькие собачки, раскрыв рот. А в Европе там говорят и партнеры. И если мы так хотим подражать, вы так хотите подражать, как те глупенькие собачки, реально раскрыв пасти, бегая за большой-большой Европой, в таком случае повторяйте их праздники. Там праздников вот столько. То они какую-то тетю запускают в море, то они какого-то дядю несут по улицам. Повторяйте. Вперед. Третья часть нашего повествования. Що був успішний, відомий, впливовий, цілеспрямований та заможний, а головне – неодружений. А таких серед тих, хто керує нашою державою, майже не залишилось. Розібрали? Слышишь, подруга, может это они тебя увидели и сказали, что все, уже никого не осталось, ни женатых. Может все-таки есть кто-то просто? Это журналистика. Настоящая украинская журналистика 24-го анала. И здесь рассказывается про Андрея Лозового. Мол, посмотрите-ка, нажил 150 тысяч евро, 50 тысяч долларов. Депутат Забіяка Андрій Лозовий – один з наймолодших у парламенті. У 27 років нажив 150 тисяч євро, 50 тисяч доларів, колекцію холодної зброї, ікон, вина, годинників та святі мощі. Я не помню, чтобы кого-то из журналистов серьезно, чтобы какой-то телеканал всерьез заинтересовал вопрос, откуда у ни дня в своей жизни не работавшего Лозового все появилось вот это вот. А это все появилось с приходом в Верховную Раду. Он пришел в Верховную Раду, у него это появилось. Респект ему. И, знаете, даже как-то я ему симпатизирую, потому что так плевать на головы вот этим вот. Народ у нас мудрый, знаете, когда говорит, он там оскорбляет наш народ. Я не могу оскорблять наш народ, он мудрый, наоборот. Вот на улице решили спросить, как противостоять российской там, той самої, в Гаагі, коротше. Запитую перехожих, як Україна може протистояти Росії у міжнародному суді. Ну, тут цікаво, чи точно розуміють і всі аргументи, і позиції. Просто звичайні перехожі громадяни дізнаємося. Влада, тобі слово. Ну, і от якраз Чолов'яга якийсь, і він розказує, як треба протистояти вот, в Гаагському суді. Протистояти потрібно масово. Потрібно, щоб український народ масово в цьому був зацікавлений. Массово надо йти в Гаагський суд? Люди всі. І на кожному рівні, кожен на своєму рівні скрізь відстояв свою правоту. На каждом этаже суда в Гааге надо отстаивать? Там правда буде на стороні той, хто прав. Позовите Витальку Кличко. Срочно позовите Витальку Кличко. У меня, по-моему, есть для него спичрайтер. Істина, вона, знаєте, вона істина така, вона є. Уберите. Мы все поняли. Уберите его. Наш народ мудрый, и все. Просто принимай как без этого самого. Не надо доказательств. Дальше. Включаем телеканалы. Називається часть последняя «Золотая». Золотая. От, а це ще ж не все, пані Міщенко. А ще у цього прекрасного дяді вдома знайшли, знаєш що? Щось знов золоте. Іменний годинник від Володимира Путіна. От Владимира Путина именные часы. Нашли, да, у чиновника при обыске, там нашли умывальник золотой. Помните золотой унитаз? Про него рассказывал Сергей Лещенко, потом он в этот золотой унитаз и слился, потому что оказалось, что золотого унитаза не оказалось. Но вот здесь вот нашли часы от Путина. Здесь уже не отопрешься. Добрий вечір. Я думаю, що тут умивальник і годинник якось пов'язані, 100%. Абсолютно. Тобто отримав і одразу хочете, от отримав такий годинник, одразу захотілося умивальник золотий. Ну от просто якесь таке поєднання, розумієш? От ти хотіла б собі вдома золотий умивальник, Міщенко? У меня от их натужного юмора немножко голова чешется. У вас не? Ні, я просто думаю про цей годинник і думаю, тут аналогія має бути інша. Отримав такий годинник і відразу золоті грати. Золоті грати. Причому з його ж умивальника. З його ж умивальника, так. Ай ты моя золотая. И об этом сообщило несколько телеканалов. Іменний годинник від Путіна та золотий рукомийник. Генеральна прокуратура показала, які скарби знайшла в помешканні одного з держчиновників Дніпра. Какие сокровища, говорит, сокровища нашли. Именные часы от Путина. Блин, ну, каждому хочется, наверное, такие часы. Даже врагам Путина, потому что это же артефакт настоящий. Знайдений при обшуку іменний годинник від Путіна – красномовне свідчення Союзу п'ятої колони криміналу, заявив Луценко. Ой, это канал «Эспрессо». Уже скоро станет каналом «Американо» просто. И, видите, все, уже сращивание пятой колонны и агентов Кремля. Это явное свидетельство. Эти часы – это свидетельство. Об этом и Луценко сказал. Так прямо и заявил, что это
красноречивое свидетельство союза пятой колонны и криминала. Юрий Витальевич Луценко, генеральный прокурор Украины. И вот фоточки, которые нам уже показывали. Хочешь часы от Путина? Нет ничего проще. Вот где пятая колонна сидит. Смотрите. $700, даже чуть-чуть меньше. Видите? Как это нам сказали? Сокровище. Сокровище за $700. Подпись Путина. Смотрите. Золотой ручкой явно подписал. Золотыми чернилами. Столько Путин вообще этих часов. Я не знаю, когда у него вообще личное время остается. Он постоянно именные часы кому-то вручает. С документиками. Видите? Совсем как надо. И по таким нормальным ценам их потом продают. Это все хозяева. Хозяева часов, которые дал Путин. Видите? По 20 тысяч рублей. По 13 тысяч. Есть женские. Ой, Путин эти часы направо и налево. 30 тысяч рублей. 17 тысяч рублей. Дорогие такие часы. Ух! Ни один из этих долдонов не додумался просто перепроверить. А что это за часы такие? И имеются ли? Уже ж когда-то уже такое было. Аналогично. Ну, а генеральный прокурор Украины, знаете как? Кто же его туда назначил? Ну, я его туда точно не назначал. До новых встреч, друзья. Я пошел.